Я лично считаю, что всплеск национализма или вот такого национал-радикализма во многом связан в том числе и с переделом собственности. Да, вот понимаете, что все-таки частные собственности и та борьба за частную собственность, которая случилась в нашей стране, она ведь пошла по схемам раннего капитализма. А схема раннего капитализма в борьбе за частную собственность, и по Марксу, частная собственность рождает противоречие, борьбу за это. Сегодня капитализм уже, я не считаю, что это тот капитализм, о котором писал Маркс. Но мы вступили в капитализм именно в тот, о котором писали в свое время и Смит, и Рикардо, и Карл Маркс. И поэтому вот то, что мы говорим, борьба за собственность, передел собственности, она подтолкнула в том числе и деление людей по этим национальным квартирам в борьбе за эту собственность. Страна находится в катастрофическом состоянии в целом ряде регионов по межнациональным отношениям. Понимаете? Я не хочу дальше это повторять. В катастрофическом состоянии, да? Один взрыв из газового пистолета или там травматического пистолета может два народа как бы противопоставить друг другу, потому что все ждут провокации. Не потому, что это там вызвало там что-то, да? Поэтому это очень тяжелый вопрос. И, конечно, форму собственности. Ведь многие приезжают в Москву, Ярославль и так далее. Люди из региона избыточными трудовыми ресурсами. И некоторые из них достаточно успешны среди них, занимаются бизнесом, ездят на хороших машинах и так далее. А местное население думают, что они же не видят, вот там у меня 3 сестры живут там в горах Дагестана, которые получают мизерную пенсию, больше ничего у них нет. Они же этих не знают, они знают тот, кто сюда приехал. И второе, что мы делаем, чтобы, как раньше, советские, чтобы самые лучшие доезжали, тот, который нужен для государства, для страны, чтобы доезжал Расул Гамзатов, чтобы доезжал Чингиз Айтматов, чтобы доезжал там Кайсин Кулиев, да? То есть форму собственности. И, к сожалению, олигархи, то есть богатые люди, они или полностью равнодушны к состоянию общества, вот, особенно своей национальности даже, да? А с другой стороны, некоторые из них с ними заигрывают, если это экономически выгодно. Я перед выборами встречался с Прохоровым. Я ему говорю: Михаил, вы понимаете, если бы в начале зарождения капитализма те капиталисты вели бы так, как ведут себя наши, то капитализма как общественного строя не было бы. Понимаете? Поэтому форма собственности у нас осталась пока не о культурном состоянии. Сейчас, вот когда меня там где-то, я выступаю, я говорю, раньше как говорил, что мы перешли значит, к социализму, минуя капитализм. Был такой тезис. Значит, а теперь мы обратно перешли, минуя капитализм, к феодализму. Мы никак не попадем в этот капитализм. Цивилизованный, с правами человека и так далее. Мы никак туда не попадем. Блуждаем. А это самое опасное, когда блуждает какой-то элемент блуждающий, это приводит к хаосу. И поэтому стратегия направлена на упорядочение вот этих процессов, вот этих отношений и так далее. Понимаете? Национальные отношения – это же не отношения между народами или национальностями. Это отношения по поводу чего-то. По поводу собственности, по поводу культуры, по поводу истории своей и так далее, и так далее. Русская, российская культура, национальная идея России в 21 веке. Это хорошо, да. Все смыслы, все идеи, все миропонимание, весь опыт заложен в культуре народа. Какую еще надо
любая идея, когда она возникает, она превращается в идеологию, идеология превращается в политика, и политика начинает внедрять свои жесткие подходы. Этих надо убрать, этих надо уменьшить, этих надо увеличить. Русская, российская культура как национальная идея России в 21 веке. Если мы действительно осознаем весь тот потенциал, который заложен в русской, российской культуре. Поэтому... Я позавчера встречался с президентом Таджикистана Рахмоном, да? И когда мы рассуждали очень много о проблемах постсоветского пространства, он сказал: вы знаете, нам никак не удается это постсоветское пространство стабилизировать, потому что мы растеряли и не приобрели, а растеряли во многом идеи культуры, которые нас объединяли. Да. Понимаете? И следующее он говорит: я как президент или моя страна не может дать такую идею. Это может дать только Россия. Вот Россия, она потеряла во многом вот эту роль, которую исторически играла в евразийском пространстве. И когда мы сегодня говорим, мигранты изменяют Россию, а с другой стороны, рост национализма, экстремизма в центральных районах особенно приводит к тому, что вот этот процесс, который Лихачев называл способность восприятия, восприимчивости, воспроизводства разных культур, начиная с греческой, болгарской, он проводит все эти линии культуры, тюркские, угрофинские и так далее. Вот эта способность теряет сама Россия как сообщество, как государство. Вы понимаете, я это говорил в 91 году на съезде даже. Русский человек не должен из себя изображать эстонца по отношению к Советскому Союзу и к роли Советского Союза. У русского человека исторически немножко другая миссия. А сегодня что мы изображаем? Мы бесконечно пугаем друг друга. И притом, вот люди сознательные, грамотные, интеллигентных людей, которых очень много в России, все больше степени становятся заложниками вот этих крайних сил. Недавно на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным я сказал: Дагестан все в большей степени, дагестанцы попадают в заложники крайних экстремистских сил. И они встречают на своем пути крайне экстремистские силы и с этой стороны. И мы можем между этими крайними силами оказаться над пропастью. То есть вот эта цивилизация, она должна быть спасена. Вот эта задача является данной стратегией, да. Я еще раз говорю, что я уже несколько лет подряд предлагаю программу культурной адаптации мигрантов. Даже Рамадановский создал у себя после разговора управление специальное по культурной адаптации. Но нужны программы по каждому направлению мигрантов. Ну, не надо чересчур смешивать национальную политику и миграционную политику, как некоторые нам пишут, да? Потому что принята концепция государственной миграционной политики. Но то, что миграционная политика ухудшает на 60% межнациональные ситуации в стране, понимаете, русский человек, который в Ярославской области, он не знает, значит, это таджик и дагестанец. Кто из них в составе России? Ему все равно это все. Вот это адаптация. Россия нуждается в миграционном потоке, да? Сейчас президент наш там сказал, да, надо давать квоту Таджикистану, там где-то 600 тысяч. Россия нуждается. Если мы хотим развиваться, у нас должен быть потенциал рабочей силы. Но иногда мы внутри страны не берем это, то, что есть, а берем откуда-то. Вы понимаете? Поэтому очень сложные вопросы, и их решение заложено в стратегии, если соответствующий будет
политика реализации данной стратегии.